Вы когда-нибудь задумывались, где именно находилась ваша душа до того, как вы впервые вдохнули воздух этого мира? Что происходило с вашим сознанием, прежде чем оно оформилось в личность, готовую к новому опыту и испытаниям? Эти вопросы веками будоражили умы философов, мистиков и духовных учителей, среди которых особо выделяется фигура Рудольфа Штайнера, чьи откровения по сей день продолжают вдохновлять миллионы людей. Штайнер утверждал, что наша душа никогда не исчезает и не возникает из ничего, она вечна и циклична, словно поток бесконечного света, двигающийся между мирами и реальностями. До того, как проявиться в нашем физическом мире, душа пребывает в так называемом пространстве между жизнями, удивительно тонком и непостижимом измерении, которое духовные учителя часто называют астральным или ментальным миром. Здесь, в окружении абсолютной гармонии и ясности, душа обретает понимание своего истинного предназначения и задач, которые ей необходимо выполнить в будущем воплощении. В этом пространстве нет хаоса или случайности, напротив, оно пронизано невероятной логикой и мудростью, которые могут быть нам не до конца понятны, пока мы находимся в физическом теле. Душа здесь переживает период отдыха и осознания, анализируя предыдущий опыт и оценивая, какие уроки были успешно пройдены, а какие остались нерешенными или незавершенными. Затем, осознав свои новые цели и задачи, она постепенно начинает выстраивать план своего нового путешествия в физическом мире. Самое удивительное в этом процессе – то, как душа сознательно выбирает семью, окружение и условия, в которых ей предстоит воплотиться. В состоянии, свободном от любых ограничений, характерных для физического существования, душа обладает способностью видеть сценарии будущего, словно перелистывая страницы книги, еще не написанной на Земле. Она оценивает, какие родители смогут обеспечить ей наиболее подходящие условия для реализации кармических задач, какие условия помогут ей развить именно те качества, которых ей не хватало в предыдущих воплощениях. Штайнер подчеркивает, что этот выбор не является случайностью или произволом, наоборот, каждая деталь будущей жизни тщательно продумана и гармонично встроена в общий замысел духовной эволюции души. Душа видит потенциал своей новой семьи, осознает все возможные трудности и препятствия, но принимает их с глубоким смирением и благодарностью, понимая, что именно эти условия станут самым благодатным полем для ее внутреннего роста и духовного пробуждения. Каждое препятствие, каждый вызов, с которым сталкивается человек в земном воплощении, является не наказанием, а инструментом, позволяющим раскрыть скрытые таланты и ресурсы, спрятанные глубоко внутри души. Кроме того, важнейшей частью подготовки души к воплощению является создание духовных связей с другими душами, которые будут сопровождать ее на протяжении всей земной жизни. Друзья, партнеры, братья и сестры, люди, которых мы встречаем в судьбоносные моменты жизни, все они далеко не случайные спутники. Душа заранее заключает с ними духовные договоры, выбирая тех, кто сможет поддержать ее, подтолкнуть к важным осознаниям или, наоборот, создать необходимые трудности для глубокого внутреннего роста. Это духовное измерение, где находится душа до рождения, представляет собой удивительное пространство, наполненное безграничной любовью, мудростью и пониманием истинной природы жизни. Душа здесь обладает способностью воспринимать реальность нелинейно, как мы привыкли в физическом мире, а в виде целостной картины, в которой прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Именно благодаря этому она способна четко видеть и понимать смысл своей будущей жизни, а также важность каждой детали, каждого события, каждого человека, с которым ей предстоит столкнуться на земном пути. Подобный взгляд на выбор судьбы может показаться непривычным или даже невероятным, особенно если мы привыкли считать, что жизнь является цепью случайных событий. Однако глубокое погружение в эти знания открывает совершенно новую перспективу, в которой каждое событие приобретает осмысленность и значимость. Все происходящее с нами является частью огромного, тщательно сплетенного полотна духовного опыта, который мы сами выбрали, чтобы максимально эффективно раскрыть заложенный в душе потенциал. Таким образом, душа выбирает не просто жизнь, а именно те условия и ситуации, которые наиболее точно соответствуют ее духовным целям. В этом выборе заложена глубокая мудрость и безграничная любовь ко всем существам, участвующим в этом великом замысле.
Каждый человек, пришедший в вашу жизнь, каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это не препятствие, а уникальный шанс вспомнить свою истинную духовную природу и реализовать свое высшее предназначение на Земле. Именно это знание и понимание позволяет взглянуть на собственную жизнь совершенно по-другому, наполняя ее глубоким смыслом, благодарностью и осознанием единства с великим космическим замыслом. Ваша душа сделала этот выбор, чтобы через земной опыт вновь вспомнить, кем она является на самом деле, и приблизиться к своей истинной природе, бесконечной, мудрой и любящей. В мире между жизнями, где пребывает душа до своего нового появления на свет, царит абсолютная гармония и совершенное понимание всех жизненных процессов. Это пространство является местом глубокого духовного анализа, осознания и очищения, где душа внимательно пересматривает пройденный ею путь в предыдущих воплощениях. Здесь каждая душа, освобождаясь от груза физических эмоций и чувств, обретает полную ясность восприятия и возможность беспристрастно оценить все свои прошлые действия, поступки и решения. Центральным понятием, связывающим души и мир между жизнями, является карма, универсальный закон причины и следствия, согласно которому каждое наше действие неизбежно влечет за собой соответствующие последствия. В этом духовном пространстве душа видит карму не как наказание или награду, а как инструмент обучения и развития, позволяющий ей накапливать опыт и мудрость из жизни в жизнь. Каждый поступок, каждое намерение и каждая мысль, сформированная в прошлом воплощении, оцениваются с позиции их влияния на общую картину духовного пути души. Находясь в этом пространстве, душа видит всю картину целиком, каждую причинно-следственную связь, каждое событие и их значение в контексте вечной жизни. Она осознает, какие кармические долги еще не отработаны, какие задачи не выполнены и в каких именно областях необходимо дальнейшее развитие. Таким образом, перед следующим воплощением душа сама формирует список задач и условий, через которые ей предстоит пройти в новой жизни, выбирая те ситуации, которые наиболее эффективно помогут разрешить накопленные кармические узлы. Это осознание и принятие ответственности за свои действия – одно из важнейших событий, происходящих с душой между жизнями. Душа выбирает не только ситуации и задачи, но и людей, с которыми ей предстоит взаимодействовать, понимая, что именно эти души способны помочь ей наилучшим образом справиться с кармическими обязательствами. Родители, супруги, друзья, учителя и даже те, кого мы считаем врагами или неприятными людьми, все они играют важнейшие роли в нашем духовном развитии, помогая нам проходить необходимые уроки жизни. В мире между жизнями души также взаимодействуют друг с другом, делятся опытом и помогают друг другу осознать глубинный смысл пережитого опыта. Здесь нет осуждения, гнева или разочарования, есть только безусловная любовь, понимание и мудрость, которая наполняет каждое существо. Это пространство является своего рода духовной школой, где душа учится видеть мир без иллюзий, ясно осознавая, что любые события физического мира временны и служат единственной цели – пробуждению внутренней истины и совершенствованию души. Кармические связи между душами часто настолько сильны, что проходят через множество воплощений. Души вновь и вновь встречаются в разных жизнях, меняя роли и обстоятельства, чтобы полностью раскрыть потенциал отношений и завершить незаконченные уроки прошлого. Понимая это, становится ясно, почему некоторые люди при первой же встрече кажутся нам родными и близкими, душа узнает своего духовного партнера или друга из предыдущих воплощений. В пространстве между жизнями душа также подготавливается к новым вызовам и трудностям, которые предстоит пройти на Земле. Это время анализа, самоосознания и подготовки к следующему воплощению, период, когда душа глубоко размышляет о том, какие именно качества и способности ей необходимо развить в будущей жизни. Например, если в предыдущей жизни душа была склонна избегать ответственности, она может выбрать обстоятельства, требующие принятия важнейших решений и высокой степени ответственности. В этом духовном пространстве нет места случайностям или хаосу, все продумано и взвешено до мельчайших деталей, и даже самые сложные испытания выбраны душой осознанно и добровольно.
Когда мы сталкиваемся с проблемами и вызовами в физическом мире, важно помнить, что именно мы сами выбрали их, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал и приблизиться к духовному совершенству. Это понимание способно кардинально изменить наше восприятие жизни, наполнить ее смыслом и глубоким осознанием того, что мы не жертвы обстоятельств, а их творцы и активные участники великого космического замысла. Таким образом, мир между жизнями — это пространство глубочайшего духовного прозрения, очищения и подготовки к новому этапу пути. Именно здесь душа получает возможность взглянуть на жизнь с высоты абсолютного знания и мудрости, понять причины и следствия всех событий и осознанно принять решение о своей следующей жизни. В этом мире нет страданий, боли или страха, а есть только чистый, незамутненный свет духовного сознания, направляющий душу к ее истинному предназначению. Осознавая и принимая эту удивительную мудрость, мы начинаем понимать, что жизнь — это не случайный набор обстоятельств, а великолепный и тщательно спланированный духовный путь, ведущий к познанию себя и пробуждению высшей истины внутри каждого из нас. Душа, пребывая между воплощениями, четко осознает это и с глубоким смирением, мудростью и любовью выбирает новую жизнь, чтобы продолжить свое бесконечное путешествие к духовному совершенству и единению со Вселенной. Помимо того, что мы знаем о мире между жизнями и изучении духовных мастеров, таких как Рудольф Штайнер, существуют и более глубокие, поистине удивительные представления о структуре потустороннего мира. В этом мире, согласно многим эзотерическим традициям и современным духовным исследованиям, души способны пребывать в различных состояниях и даже реальностях одновременно. Здесь границы привычного для нас восприятия исчезают, и открывается безграничный потенциал для осознания и духовного роста. Одной из самых интригующих и одновременно сложных для понимания концепций является идея параллельных вселенных или миров, существующих одновременно с нашей реальностью. В этих параллельных мирах душа может проживать различные сценарии своей жизни, накапливая уникальный опыт, который не был возможен в нашем текущем воплощении. Представьте себе множество реальностей, где каждая версия вашей души проживает совершенно иной жизненный путь, сталкиваясь с иными обстоятельствами и принимая другие решения. В пространстве между жизнями душа получает доступ к этому поразительному многомерному видению, благодаря которому она осознает, что ее истинная природа выходит далеко за пределы физической реальности. Здесь становится очевидно, что жизнь, которую мы проживаем на Земле, является всего лишь одной из множества возможностей, выбранной для того, чтобы максимально эффективно раскрыть заложенные в нас духовные потенциалы. Каждый наш выбор в физическом мире, даже самый маленький, создает волну последствий, которая способна влиять на бесчисленное множество других реальностей. Таким образом, душа, находясь в потустороннем пространстве, имеет возможность видеть не только свою прошлую жизнь и предстоящие задачи, но и воспринимать реальность во всей ее многомерности. Она понимает, как тесно переплетены между собой различные сценарии жизни, и осознает, что каждый ее шаг имеет значение, способное изменять общий ход духовной эволюции. Именно это многомерное восприятие позволяет душе осознанно и ответственно подходить к выбору следующего воплощения. Кроме того, потусторонний мир является пространством, наполненным множеством духовных наставников, учителей и проводников, задачей которых является помощь душе в осознании ее пути и предназначения. Эти высшие существа не навязывают свой выбор, а лишь помогают увидеть возможности и последствия различных решений, которые душа может принять. Наставники делятся с душой мудростью и знаниями, накопленными во многих воплощениях, направляя ее к глубокому пониманию своего истинного предназначения и пути духовного роста. Одним из наиболее удивительных феноменов потустороннего мира является жизнь между жизнями, состояние, когда душа полностью освобождена от каких-либо ограничений физического тела и может свободно перемещаться по различным духовным уровням и измерениям. Это состояние можно описать как абсолютную свободу сознания, при которой душа воспринимает окружающую ее реальность не через привычные нам органы чувств, а непосредственно через духовное знание и осознание. В таком состоянии душа способна контактировать с другими душами, обмениваясь опытом, мудростью и любовью на самом глубинном уровне.
Иногда душа выбирает пребывать в особых пространствах для исцеления и восстановления после сложного опыта в физическом мире. Эти духовные места наполнены энергиями любви, поддержки и гармонии, позволяющими душе полностью восстановиться и подготовиться к новым испытаниям и урокам следующего воплощения. Здесь душа погружается в состояние глубокого покоя и внутреннего равновесия, осознавая свою связь с единым космическим сознанием. Благодаря этому осознанию душа становится способной воспринимать реальность не как набор случайных событий, а как тщательно продуманный сценарий, созданный для ее духовного развития. Она видит, что все события жизни, даже самые болезненные и трудные, необходимы для того, чтобы раскрыть в ней новые грани мудрости и любви. Именно это глубочайшее осознание позволяет душе принять условия своего будущего воплощения с любовью, благодарностью и смирением, осознавая, что все происходящее ведет ее к духовному совершенству и единству со Вселенной. В заключение можно сказать, что потусторонний мир — это не место конца или завершения пути, а скорее пространство вечного духовного развития и трансформации. Душа здесь обретает полную ясность и осознание своей вечной природы, понимая, что ее истинная сущность находится далеко за пределами ограниченного физического существования. Осознание этого позволяет душе полностью принять свой земной путь и наполнить его глубоким смыслом и радостью, зная, что каждое мгновение жизни является шагом к реализации ее истинного предназначения. В конечном итоге, понимание того, как устроен мир между жизнями, параллельные вселенные и духовные связи между всеми душами помогает нам по-новому взглянуть на собственную жизнь. Мы начинаем понимать, что мир гораздо сложнее и удивительнее, чем мы могли представить, и что в каждом из нас живет безграничная, мудрая и любящая душа, которая выбрала именно эту жизнь, чтобы вспомнить о своем истинном доме и предназначении. Осознав это, мы можем жить осмысленно, осознавая глубину и уникальность каждой своей встречи и каждого прожитого дня.